Ближе к вечеру мы въехали в Лас-Вегас. Вегас – один из самых знаменитых во всем мире американских городов. Это огромный город для отдыха и всевозможных развлечений. Число казино, кабаре, баров и ресторанов здесь просто зашкаливает. Это такое уникальное социально-культурное явление, которое возникло под давлением очень своеобразных американских законов. И особенно этот город красив в ночное время. Почти все самые известные казино и отели сосредоточены на Лас-Вегас-Стрип, по которой, кстати, мы с удовольствием проехались. А в городе находится где-то около 80 казино. И вот самый интересный факт, что азартные игры были разрешены в Лас-Вегасе в 1931 году. И сделано это было для того, чтобы пополнить бюджет штата, для которого требовались деньги на строительство общеобразовательных школ. И вот интересный факт, очень многие казино были построены в середине прошлого века, где-то в 50-60-х годах, на деньги мафии. Сам Лас-Вегас возник по чистой случайности. В 1829 году, когда торговый караван, шедший из Техаса в Калифорнию, сбился с пути, изнывающим от жажды путникам удалось найти источник пресной воды. И они назвали это место «Плодородные долины», что в переводе с испанского «Лас-Вегас». Но официально Лас-Вегас, как официальный город, стал существовать с 1905 года. Поскольку Лас-Вегас располагается на территории пустыни, летом здесь температура может достигать 50 градусов по Цельсию. Но на количество туристов это абсолютно не имеет никакого влияния, потому что здесь все очень продумано и сделано для удобства людей. Многие отели здесь связаны между собой подземными и надземными переходами, так что можно перемещаться из одного комплекса в другой, даже не выходя на улицу. Вход во все казино в Лас-Вегасе абсолютно свободный. Многие казино совмещены с отелями, но у гостей, которые не являются постояльцами, нет доступа только к бассейну и к лифтам. Кстати, ни в одном из казино Лас-Вегаса нет ни часов, ни окон. Персоналу запрещено носить наручные часы и отвечать на вопросы что-то вроде «который час?». Все это сделано неспроста, а для того, чтобы посетители вообще забыли о времени и проводили в казино сутки напролет. И тратили свои денежки. И еще вот одна интересная деталь, на которую я обратила внимание, то что окна в отелях и гостиницах Лас-Вегаса не открываются, и изготовлены окна из особенных ударопрочных материалов. Это было сделано для того, чтобы нетрезвые гости не выпадали из окон и не пытались таким образом свести счеты с жизнью в случае крупного проигрыша в казино. Во всех местных казино охрана бдительно следит не только за посетителями, но и за персоналом. Согласно статистике, около 30% краж совершают именно работники, а не гости. Это мое уже второе посещение Лас-Вегаса. Первый раз я его посетила в 2019 году перед пандемией. Мы только приехали в Штаты и вот начинали ездить по самым интересным местам Америки. Конечно, этот город на меня произвел огромное впечатление. Тогда я тоже составила свои питьевые заметки, которые хочу представить сейчас вашему вниманию.
Съемки 2019 года. Лас-Вегас. Это мекка азарта, город-праздник и величайший комбинатор, сделавший себе имя на главных человеческих слабостях, страсти к игре и надежде на внезапное обогащение. Один из самых знаменитых отелей Лас-Вегаса – Венеция, где, в общем-то, воспроизведены и каналы, и плавающие по ним гондолы с гондольерами, площадь Святого Марка и даже дворец Доджи. В общем, достаточно все натуралистично, и с первого взгляда даже не поймешь, это реальность или это сюрреальность. В общем, здорово. Учитывая то, что у меня есть чем сравнить, могу сказать, это достаточно похоже на Венецию. Лас-Вегас – это действительно единственное место в мире, где можно в течение часа увидеть и древние иероглифы, и Эйфелеву башню, конечно, уже в уменьшенном виде, и Бруклинский мост, и каналы Венеции. Все это за несколько часов. Здесь также воссоздано казино в виде Великой пирамиды в Египте и очертания Манхэттена в отеле Нью-Йорк, Нью-Йорк. В 2 часа ночи мы с друзьями распиваем коктейли в отеле «Париж», который в виде Эйфелевой башни. Внутри действительно создана атмосфера парижских улочек, и действительно кажется, что ты где-то сидишь на Монмартре и пьешь свою чашечку кофе. И огромнейшее количество фонтанов. Лас-Вегас раскинулся посреди бесплодной пустыни Мохаве. Этот необыкновенный город представляет собой одну из величайших загадок современности. Здесь ничего не производят, но при этом ворочают миллионами. Летом тут адская жара, а в радиусе 40 километров нет ни одного водоема. Но туристов тут огромное множество, круглый год. Единственная цель – это вас раскрутить на игру. По большей части это получается, специфическая атмосфера, все вас подталкивает к тому, чтобы потратить свои денежки и классно провести время. И все это потому, что здесь годами оттачивается искусство сравнительно честного отъема денег у населения. И здесь оно достигло своего апогея. Кругом вас зазывают неоновые огни на самые известные постановки, на комиков и певцов, где даются представления с полуобнаженными танцовщицами на льду, в воде и да на привычных подмостках. А еще, покопавшись в интернете, я нашла интересный случай, который был здесь зарегистрирован. В 1992 году один игрок приехал всего лишь с $50 в кармане и выиграл $10 000. А к 1995 году он уже выиграл около 40 миллионов. Правда, его подвел азарт, и в течение года он спустил все свои деньги. А это мы находимся внутри отеля Белладжио. Чудо на итальянский лад имитирует побережье озера Кома с его изящными фонтанами.
А сейчас мы находимся в холле отеля «Дворец Цезарь», который так и называется, Палац Цезарь, который предлагает нам декадентский стиль Древнего Рима с итальянскими мраморными колоннами. Здесь в полной мере присутствуют и восточные, и древнеримские, и иные известные нам дворцы. Кроме этого, в Вегасе воссоздан средневековый Экскалибур, сады, пальмы, искусственные горы и водопады, и есть даже действующий вулкан. Вечерняя прогулка по Вегасу предлагает больше развлечений, чем может представить большинство городов за всю неделю. Без сомнений, все это, конечно же, копия, но в этой части пустыни, которая превратилась в цветущий оазис, не знают меры даже в иллюзиях.